Любое пламя мира, стиль, сущность огня. Когда является сущность, любое пламя ему покорно. Сяо Янь, как алхимик 7-го ранга, принял участие в важнейшем соревновании башни эликсиров. Топ-10 получат право взаимодействовать с пламенем 3000 звезд. Возможно, среди этих участников будет тот, кто сможет подчинить это могущественное небесное пламя. Сяо Яню нужно попасть в область эликсиров, где полно сокровищ и ценных ингредиентов. Алхимикам будет выдан список ингредиентов, которые они должны будут собрать внутри, полагаясь на свои способности. Затем, обменяв их на пространственный камень, они смогут покинуть скрытую область и принять участие в финальном испытании. Башня эликсиров обычно не вмешивается в то, что происходит внутри пространства. Они не мешают, но и не помогают. Сурово, но такова реальность. Значит, там можно расправиться над любым экспертом, и ничего за это не будет. Скрытая реальность очень сурова к участникам. Не менее сурова, чем конкуренция с другими алхимиками. Чемпион не только сможет получить должность гарантирующего преемника главы башни эликсиров, но и сможет получить свиток «Последовательное обучение души с древних времен». Прозвучал звук гонга. Тысячи человеческих фигур уже взмыли в воздух и рванули к скрытому туману на входе. Сяо Янь тоже шагнул вперед и устремился ко входу в закрытый мир области эликсиров. Глава башни с интересом наблюдал за соревнованием. У молодого поколения на этот раз много выдающихся людей, однако кто меня действительно интересует, так это Сяо Янь, ученик Яо Чэня. Все знали это имя. Легендарное имя учителя Сяо Яня. В пространстве, куда ни кинь взгляд, ничего не было видно дальше 1,5 метров. Это и было первым испытанием – пройти сквозь своеобразный барьер. Серый туман старался подавить Сяо Яня, но обладал для этого недостаточной мощью. Полагаясь на свое духовное восприятие, он наблюдал, как довольно много алхимиков борются и, наконец, попадают в ловушки, как мухи в паутину, и не могут освободиться. Но Сяо Янь сложил руки за спину и пошел туда, куда вела его духовная сила. Парень, подобно летучей мыши, посылал импульсы и таким образом видел окружающее пространство. Спустя около 1,5 часа Сяо Янь вышел к широкой черной дыре искаженного пространства, а за ней находился туннель, который ведет в скрытую область для сбора ингредиентов. Сяо Янь получил список ингредиентов, карту местности и пространственный камень. Когда участник найдет все ресурсы согласно списку, то сможет успешно завершить испытание. Однако это внутреннее пространство области эликсиров было разрушено, поэтому находиться в нем больше 10 дней крайне опасно. Таким образом, у всех есть только 10 дней, чтобы найти необходимые лекарственные ингредиенты. Кроме того, здесь полно волшебных зверей. За сотни лет они неплохо размножились и, напитавшись энергией пространства, стали очень опасны. Сбор — это не игра, не соревнование, а поле боя. Около 100 человек вошли в пространственный туннель, и Сяо Янь тоже. Внутри были пустынные равнины, иногда мелькали мелкие звери. Сяо Янь немного осмотрелся. Он должен собрать все природные сокровища, чтобы пройти второе испытание сбора пилюль. Ход башни эликсиров довольно неплох. Они обратили соревнующихся в своих помощников ради поиска медицинских ингредиентов. Список состоял только из 3 предметов, однако каждый из них был чем-то наподобие единорога. Территория области эликсиров весьма огромна. Проще сказать, чем найти такие сокровища. Грустно усмехнулся парень. Он махнул рукой и достал карту. Внимательно осмотрев ее, он обнаружил 3 области, окрашенные красным цветом. Не стоит говорить, сколько сокровищ находится в этой области. Уже в самом начале Сяо Янь нашел такие вещи, за которые поборолись бы все алхимики континента. Они не входили в список, поэтому Сяо Янь забрал их себе. Но нашлись и те, кто захотел отобрать сокровища. Сяо Янь был на 4-й звезде предка, но в пространстве находились эксперты 7-й звезды предка и выше. Например, Сяо Янь сразился с предком 7 звезд, и тот сбежал ни с чем. Парень встречал участников соревнований по пути. Большинство из них решили уйти в сторону, видимо, опасаясь внезапной атаки. Подобное не очень удивительно для области эликсиров. В конце концов, каждый из них – противник. Если количество участников уменьшится, то и пройти тест будет проще. Поэтому каждый из алхимиков оставался настороже по отношению к посторонним. Но потом Сяо Янь встретил целую группу экспертов, возглавляемую старейшиной башни эликсиров. Их целью был горный хребет 10 000 лекарств.
Сяо Янь тоже шел туда. В этом горном хребте обитает крайнее множество волшебных зверей, а командует ими всемогущий зверь, который уже достиг стадии полушага от 8-го ранга. Этот жестокий зверь хранит сокровища в своем логове. Среди них находятся и необходимые ингредиенты участников. Как же дальше будут развиваться события? Как всегда узнаем в будущем видео. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока!